Лепра или проказа. Само название очень таинственное, много толков и всяких историй связано с этим необычным заболеванием. Проказа, по-гречески лепрос, это чешуйчато-шероховатый. Это хроническое, генерализованное заболевание. Характеризуется поражением производных эктодермы, то есть кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы и изменениями во внутренних органах. История открытия необычна. Это одна из древнейших болезней, известная человечеству задолго до нашей эры. Подробные описания встречаются в египетских папирусах, индийских писаниях. Известно, что проказа была распространена в Китае, Японии, Персии. Этому способствовали развитие мореплавания и торговли, а также завоевательные походы в античном мире. В большинстве стран уже в Средневековье заболевание приравнивалось к гражданской смерти, с исключением из общества, с лишением наследства. Больных либо убивали, либо изгоняли в пустынные места. Само библейское название проказа было собирательным термином, обозначающим моральную и физическую нечистоту. Для изоляции больных еще в Византии были организованы лепрозории. Человека клали в гроб и в храме отпевали заупокойную. Заболевание проказой приравнивалось к смерти. Сейчас крупнейший лепрозорий в нашей стране располагается на территории Астраханской области. Возбудитель был открыт в 1873 году в Норвегии Хансеном, который работал в госпитале Святого Йоргиса. Сейчас это музей, возможно, лучше всего сохранившийся лепрозорий в Северной Европе. Морфология. Микобактерии лепры, внутриклеточные паразиты, имеют много общих свойств с туберкулезными. Прямые, слегка изогнутые, могут быть с булавовидными вздутиями, размеры 1,8 микрометра в длину, 0,5 микрометра в ширину. В клетках располагаются в виде пачек сигар. Легче обесцвечиваются, чем туберкулезные микобактерии, неподвижны, не образуют спор капсул, грамм-положительны. Культивирование. На питательных средах не растет. В 1971 году в Англии удалось разработать метод культивирования микобактерий лепры в организме броненосцев. Резистентность во внешней среде. Резистентность очень высокая. В трупах людей микобактерии лепры сохраняются длительное время. Вне человеческого организма жизнеспособность их быстро утрачивается. В результате контакта с больными заболевают далеко не все, примерно 2 человека из каждых 100. Известно много случаев, когда члены семьи больного, жившие с ними с самого начала заболевания, оставались долгое время здоровыми. Это подтверждается также в очень редких случаях, когда врачи, обслуживающий персонал, если там нарушались правила, то они могли заболеть. Эпидемиология лепры. Распространение лепры в мире. Лепра передается через выделение из носа и рта во время тесных контактов с людьми, не проходящими лечение. К группе высокого риска относятся жители районов эндемической распространенности с плохими условиями жизни. Это в основном тропические страны. По-прежнему лепра встречается в некоторых районах Бразилии,
в Индии, в Непале, в Восточной Африке. Но заболеваемость лепрой неуклонно сокращается. Лепра сегодня. Лепра излечима. Лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет предотвратить инвалидность. За последние 20 лет с помощью специальной программы излечено 16 миллионов пациентов с лепрой. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения запустила программу «Глобальная стратегия борьбы с лепрой на период с 16 по 20 годы». И глобальная статистика свидетельствует о том, что новых случаев лепры было зарегистрировано лишь в 22 странах. Инфекция находится на стадии ликвидации. Клиника. Инкубационный период составляет 3-5 дней, но может колебаться до нескольких десятилетий. Для лепры характерен не менее длительный латентный период. Лепра – это великий имитатор различных синдромов. При лепре поражаются охлаждаемые воздухом ткани, кожа, слизистая оболочка верхних дыхательных путей. При отсутствии лечения происходит инфильтрация кожи и выраженная деформация облика. Однако сами микобактерии лепры не способны вызвать отмирание пальцев. Выделяют два полярных типа заболевания – туберкулоидный и лепроматозный. Туберкулоидная проказа начинается с появления очерченного гипопигментированного пятна. Пятно увеличивается, края его приподнимаются, центральная часть пятна подвергается атрофии. Кожа в этом очаге лишена чувствительности, отсутствуют потовые железы и волосяные фолликулы. Нередко контрактуры кистей и стоп. В дальнейшем возможна мутиляция фаланг. Лепроматозная проказа. Она сопровождается обширными симметричными срединной линией тела поражениями кожи. Очаги представлены бляшками, папулами, узлами. Они имеют расплывчатые границы, плотный и выпуклый центр. Чаще страдает лицо, ушные раковины, запястья, локти. Характерный признак – выпадение наружной трети бровей. Для поздних стадий характерно львиное лицо и нарушение мимики. Возможна полная непроходимость носовых путей. Проникновение возбудителя в переднюю камеру глаза приводит к кератиту. Лабораторная диагностика лепры. Для исследования берут соскоб со слизистой оболочки носа, содержимое лепрозных узлов кожи, мокроту. В период лихорадки исследуют кровь. Первый и основной метод – микроскопическое исследование, окраска мазков по методу Циль-Нильсена. Второй метод – это биопроба для дифференциации лепры от туберкулеза. Морских свинок заражают взвесью патологического материала. При наличии туберкулеза животные погибают, а к микобактериям лепры морские свинки невосприимчивы. Третий метод – аллергическая проба медсуда. Она положительна, если через 72 на месте введения лепрамина появляется эритема и небольшая папула. Четвертый метод – серологические реакции, связывание комплемента и непрямой гемагглютинации. Пятый – молекулярно-биологический метод
полимераза цепная реакция. У больного клинически диагностирована лепра. Диагноз подтвержден микроскопическим исследованием. Какой материал взят у больного и какова диагностическая ценность микроскопического метода. Исследуется соскоб со слизистой оболочки носа, пунктат кожных, лепрозных и лимфатических узлов. Бактериоскопия – это основной метод. Мазки окрашивают по Цилю Нильсену. Микобактериум лепры располагаются в виде пачки сигар, на питательных средах не культивируются, и лабораторные животные нечувствительны к инфекции. Профилактика и лечение. Специфической профилактики нет. Основные меры: раннее выявление больных, своевременное начало лечения, лиц, находящихся на диспансерном учете, регулярно осматривает дерматолог. Члены семьи, контактировавшие с больным лепрой, обследуются не реже 1 раза в год. Дети от больных лепрой матерей рождаются здоровыми, поэтому их переводят на искусственное вскармливание. Лечение. В начале 60-х годов схема лечения лепры пополнилась комбинированной лекарственной терапией, которую рекомендует исследовательская группа Всемирной организации здравоохранения. Это дапсон и рифампицин. Комбинация лекарств убивает патогенный микроб и приводит к излечиванию пациента. Эта программа предоставляется бесплатно пациентам с лепрой во всем мире. Благодарю за внимание.